Мир близок как никогда. В НАТО прозвучало оптимистичное заявление. Высокопоставленный дипломат рассказал подробности. В США призвали развалить ЕС. Европейцы готовы перейти в наступление. Срочные поиски нового подхода к современной войне. Расскажем обо всем. Ордер на арест Путина могут отменить. Неожиданное решение суда. Почему именно сейчас и что это может означать? Масштабные депортации начались. Временная мера стала жестким правилом. Граждан каких стран выдворяют из Европы прямо сейчас? Об этих и других главных событиях утро воскресенья 7 декабря. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. В публичных заявлениях дипломатам обычно не до резких формулировок, но в Катаре прозвучало именно такое. Москва и Киев как никогда близки к мирной сделке. И это в конце недели, которая прошла без особых прорывов на переговорах. Посол США при НАТО заявил, что переговоры между Россией и Украиной идут тяжело, но все стороны, включая западных посредников, настроены на достижение мира. Мы переключились на Украину, и предыдущая сессия здесь была в Украине и о том, что нужно, чтобы достичь прочного мира. Знаете, мы ближе к миру, чем когда-либо. И это, как сказал президент Трамп, сложная ситуация, чтобы прийти к правильному месту. В конечном итоге эта война должна закончиться. Она длится уже почти 4 года с миллионами жертв. Тем временем Россия на земле делает обратное тому, о чем говорят дипломаты. В последние недели она усилила удары по украинской энергетике и инфраструктуре под прицелом электростанции, железнодорожные узлы и другие критические объекты. Уже сейчас в Киеве меняют графики отключения электричества, и страна может оказаться в темноте на более длительное время. Атаки накрывают страну на фоне наступающей зимы и приближения 4-й годовщины полномасштабной войны, превращая разговоры о мире в еще один, более нервный фон для любого заявления о близости сделки. В то же время этот же дипломат на том же форуме в Дохе сделал еще один прогноз о вероятности войны НАТО с Россией. Вероятность того, что это произойдет в ближайшее время, если вообще когда-либо произойдет, я думаю, очень низкая. Но в то же время, как я уже говорил ранее, знаете, Россия очень безрассудна, и в конечном итоге невозможно предсказать, что они будут делать. Гибридные угрозы и действия хорошо задокументированы, нам нужно продолжать становиться сильнее и убедиться, что мы не покажем ни малейшей слабости, потому что мы не слабы. Россиянам все сложнее оставаться в Европе легально. Оказаться без вида на жительство в ЕС сегодня можно не за посты в соцсетях и не за политику. Достаточно слишком часто ездить домой. Литва фактически превращает российский ВНЖ в документ условный. Шаг в сторону и аннулирование. Департамент миграции страны уже лишил временного вида на жительство почти 150 граждан России. По официальной версии поводом стали их слишком частые поездки в Россию и Беларусь. Механика простая и жесткая. По литовскому законодательству ВНЖ автоматически аннулируется у тех, кто в течение 3 месяцев больше одного раза съездил в РФ или Беларусь. Этот порядок ввели в 2023 году как временную меру, ну а затем несколько раз продлевали и одновременно расширяли. Фактически Литва дает сигнал: любой российский ВНЖ теперь привязан не только к документам и доходам, но и к маршрутам поездок, и любая лишняя отметка в паспорте может стоить права жить внутри Евросоюза. Сначала вам обещают миллиарды на выживание в войну, а потом тихо подсовывают счет с налогом на OLX, ударом по бизнесу и требованием поднять налоги даже после войны. В Киеве это уже называют самой жесткой ценой за поддержку за все годы повномасштабного вторження. Буде справедливо сказати, що, скоріш за все, ми, як Україна, за цей період повернемо МВФ більше грошей. Але програма МВФ нам потрібна не тільки заради, в принципі, грошей, а для того, щоб показати всьому світу, що ми стабільні в економічному плані, і, відповідно, нам треба і можна давати гроші. Тож це лакмусовий папірець умовно-фінансової стабільності. Условия программы МВФ бьют по самому чувствительному кошельку малого бизнеса и рядовых граждан. Фонд требует расширить налоговую базу и закрыть таможенные лазейки. Из интересного, налог на доходы через цифровые платформы – это тот самый налог на OLX. Отдельной строкой «Война». 5% военный сбор МВФ фактически консервирует. Даже после прекращения боевых действий его
флот менять не планируют. При этом антикоррупционные органы должны остаться независимыми, а налоговая и таможня пройти через кадровую чистку и цифровую модернизацию. Сухая арифметика и перечень требований говорят как есть. Чтобы получить следующие 8 миллиардов на 3 года, Украине придется сначала глубоко залезть в карман собственным гражданам и делать это под брендом самой жесткой программы МВФ за все время Большой войны. Так дальше продолжаться не может, говорят в столице. Ночью над Европой все чаще гудят беспилотники, а протоколы реагирования у стран ЕС все еще из эпохи ружей со штыками. Провокации множатся, а реакция Брюсселя запаздывает. Андрес Кубилюс открыто говорит о технологическом провале для Европы. Сейчас дрон за 10 тысяч евро нередко уничтожают ракетой по цене около 1 миллиона. Это не лучший способ самозащиты, говорит он. По словам еврокомиссара, ЕС срочно нужен новый подход к современной войне, а не косметический апгрейд старых схем. Если мы не найдем способ остановить Россию, она будет усиливать провокации. Они будут происходить гораздо чаще, их масштаб будет расти. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто предложил документ гибридной обороны Европы, где он предлагает активнее реагировать на такие провокации. На этом же фоне из США звучат предложения для Евросоюза просто его распустить. Вот так, посуществовало и хватит. Евросоюз следует упразднить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять интересы своего народа. Расследования против Путина могут прекратить. Самое чувствительное юридическое досье против Кремля в теории могут попробовать поставить на паузу, и рычаг для этого находится не в Гааге, а в Совете Безопасности ООН, где Россия имеет слово. Но даже если политики дойдут до такой сделки, ордер на Путина никуда не денется. Если у нас идет расследование, то мы будем действовать в рамках собственной нормативной базы. Совет Безопасности может попросить суд отложить рассмотрение дела, если сочтет, что есть пространство для мирного соглашения, но это будет только временная остановка. Пока никакой просьбы из Совбеза не поступало, расследование продолжается, и попытки добиться справедливости должны идти рука об руку с мирными усилиями. Если Совбез принимает резолюцию с просьбой отложить конкретное расследование или преследование, Международный уголовный суд не может начинать или продолжать его в течение 12 месяцев. Этот запрос можно продлевать неограниченное количество раз, но для такого решения нужно минимум 9 голосов из 15 и отсутствие вето любого из 5 постоянных членов. Отрицательный голос любого убивает отсрочку. Этот механизм уже обсуждался на примере Судана и ордера на Омара Аль-Башира. Тогда тоже звучали аргументы, что ради мира стоит приостановить работу суда. Правозащитные организации вроде Human Rights Watch тогда предупреждали, что частое использование этой возможности подрывает независимость суда и превращает временную отсрочку в фактическую безнаказанность. Российский танкер пришел тонуть в болгарские воды. Министерство транспорта и коммуникаций Болгарии координирует спасательную операцию у города Ахтопол. Танкер «Каирос», который по предварительным данным относится к теневому флоту Российской Федерации, несколько дней назад попал под удар украинских беспилотников, остановился у болгарского побережья еще в пятницу днем и встал там на якорь. На борту 10 членов экипажа, они запросили эвакуацию и заявили, что на судне нет капитана. С самого утра мы предпринимали попытки добраться до него на корабле пограничной полиции. Погода штормовая, волны свыше 7 баллов, и мы прекратили эту операцию. Мы обеспечили постоянную связь с экипажем судна. На данный момент им не требуется эвакуация. Как только ветер ослабнет, у нас появится возможность добраться туда по воздуху, на вертолете. Мы доставим им оборудование, а также продукты питания и воду. Правильно, и пусть сидят так. Власти подчеркивают, информации о наличии нефти на борту, которая могла бы привести к разливу, нет. Угрозы для жизни и здоровья местных жителей, а также признаков экологической опасности тоже не зафиксировано. Ситуацию постоянно мониторят с берега и с воздуха. Уважаемое мнение, которого никто не спрашивал. В Кремле уже нашли объяснение, как именно Европа якобы сама себя уничтожит. И речь, по версии одного из топ-фигурантов российской системы, не о танках и ракетах, а о куда более тихом оружии, замороженных российских активах и праве собственности. В то время как они разрушают свои собственные страны неконтролируемой миграцией, ростом преступности и экономическим спадом, элиты ЕС теперь хотят завершить самоубийство европейской цивилизации, уничтожив права собственности, основу финансовой системы и взорвав собственную валюту. Впечатляет.
Так, помощник Путина отреагировал на публикацию Financial Times, в которой журналисты проанализировали, что произойдет с ролью евро как резервной валюты, если ЕС все-таки решится изъять российские активы. Сейчас номинированные в евро активы составляют около 20% резервов на балансах центробанков по всему миру, уступают только доллару, который имеет 60%. Логика издания проста. Если Брюссель пойдет на конфискацию, иностранные центробанки и частные инвесторы могут задуматься, а стоит ли вообще держать капитал в инструментах, которые в любой момент могут превратиться из надежных в политически уязвимые. Шашлык в Узбекистане теперь не только пахнет дымом, но и борется с ним. Чтобы выжить после рейдов и сноса тандыров, кафе переходят на мангалы, которые официально очищают воздух. В стране начали устанавливать такие мангалы с системой фильтрации дыма. Специальные установки ловят гарь и вредные частицы, прогоняют их через фильтры и на выходе выдают заметно более чистый воздух. Идея проста — оставить жар и вкус, но убрать густой дым, за который до этого прилетало от проверяющих. На фоне массовых рейдов, демонтажа тандыров и закрытия шашлычных, такие умные мангалы могут очень быстро превратиться не в фишку, а в обязанность. Традиционный узбекский шашлык таким образом ныряет в эру хай-тек. Вместо двора с чадящим мангалом стальная коробка с фильтрами и нормами экологии. Романтики станет меньше, но, похоже, именно так в стране собираются сохранять традиции, не задушив их штрафами и запретами. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.